Что? Что? Приветствую вас, друзья, на нашем канале Топ Обзор, на котором я делаю для вас переводы реакций иностранных блогеров со всего мира на Димаша. Сегодня у нас в ролике американец, который впервые слышит и видит Димаша. Ссылку на блогера я по традиции оставлю в описании. Друзья, если вы впервые на нашем канале, то я очень советую вам ознакомиться с нашими другими реакциями на канале. И предупреждаю вас о том, что как переводчик я буду находиться в кадре. Все это для того, чтобы данное видео не заблокировали. Спасибо вам за понимание и приятного просмотра. Сегодня у нас, я понятия не имею, кто это, я просто знаю, что его рекомендовали довольно-таки часто. Его имя Димаш, D-A-M-A-S-H, так, в названии так пишется. Так, СОС, что это понятие я не умею, кто это вообще? Я очень рада сообщить, что сегодня мы будем обсуждать новый трек от Димаша. Песня называется When I'm Got You, но это запись живого выступления на конкурсе Voice Beyond Horizon. Судя по всему, я никогда не слышал о Димаше, и думаю, никто из моих знакомых о нем не слышал. Димаш известен во всем мире своим голосом и своим сердцем. Я считаю Димаша одним из лучших вокалистов в мире. Он потрясающий, и я думаю, что он очень-очень талантливый. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Всем привет. Меня зовут Андреа Сильвестра, и мы здесь, чтобы отреагировать на Димаша, исполняющего песню Sweat. Вы говорили мне о невероятном певце, об этой невероятно высокой ноте, которую я даже не знаю, наверное, на пианино нельзя сыграть, поэтому давайте посмотрим. В этом выпуске Димаш будет петь со своими родителями. Я музыкант на самом деле, в некотором роде писатель, рэпер, певец. Да, в общем, я учусь. Я здесь, чтобы сделать еще одну реакцию на Димаша. Мы собираемся отреагировать на выступление Димаша Кудайбергена. Я должен это посмотреть обязательно, и я знаю, что он из Казахстана. What? Так, хорошо. Я вообще не ожидал этого, если честно. Я не знаю, что это за человек, но парни, его голос, он мгновенно вызывает у меня мурашки по коже. There we go. Так, все сделал. Wow. Ничего себе, вот это да, это начало, мне очень нравится, нижний регистр голоса Димаша, мы все знаем, как высоко он может подняться, у него также очень высокий тембр голоса, у него большой такой кассовый аппарат, он может опускаться очень низко, он может петь высоко. Что он вообще не умеет? Для меня в низком регистре он может все, и мне это очень понравилось, знаете. Хорошо. Пока что я вижу, что он вполне в теме, как будто он поет эту песню в ритме, его вокал потрясающий и такой нежный, но это не просто для показухи, поэтому в его подаче чувствуется что-то очень искреннее, он действительно вкладывает душу в происходящее, и, боже мой, это небольшое изменение вокала, когда его регистр стал очень низким, было просто немного удивительным, но это как будто погружает вас в это путешествие, где он делится чем-то очень интимным, что-то очень эмоциональное, но также, когда он понизил голос, возникло ощущение, что это так, знаете, деликатно, но в то же время тяжело, если вы понимаете, о чем я.
feels so long. If I'm not moving, then there's something wrong. I got to go. Я никогда раньше не слышал от него музыки в стиле поп-рок. Я имею в виду, это здорово, потому что он отличный певец. Что мне особенно нравится, это то, что весь куплет исполняется в верхней и задней половине гортани. С места и в карьер сразу. У меня мурашки бегут. В один момент и грустно, и эмоционально, и вокальные эмоции, они просто поддергивают меня. Я танцую под этот трек, как будто бы это отличный трек, танцевальный трек. И у нас двое исполнителей, мне нравится и Димаш, и его партнерша, танцующие вот эти люди. Посмотрите на них. Это прекрасно. Просто прекрасно. Тағдырдың жазуына барма жара, қош енді қымбатты. Жүрегінде жалын от қалмаса да, соңғы рет тіл қатты. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе. Так красиво начинается. Еркелеген балдай тәтті сөзіңе. Қылығыңмен баурап алдың жанымды. Это так красиво. Слушайте, сразу же видно, что он хороший. Именно вот этой разговорной речи шепотом, да? Он хорошо это делает. И есть еще один певец, который хорошо это делает, но сегодня речь не о нем. Ұмытылмас күн шуағыңмен нұрланамын, жаным гүлдеп көктейді, бар ғажабы бұл ғаламның. Это забавно, потому что я смотрю на его отца, и знаете, как будто у него такая легкая работа, знаете, как бы сказать, легкая работа. У него есть сын знаменитый, поэтому сейчас у него легкая работа. Окей. Ух ты, какой прекрасный голос у мамы Димаша, ничего себе. У нее очень высокий голос, у нее очень крутой голос. И я не удивлен, что Димаш родился с такими талантами. Прежде чем пойти в школу, он, вероятно, знал, что его ждет в будущем, когда у тебя родители артисты знаменитые, то ты знаешь, куда выбрать свой путь. Вау, я не знал, что это так будет. Да, действительно, видишь, как он умеет. И каждый раз он меня удивляет. Да, слушайте, он попадает в такие ноты, о которых я даже и мечтать не могу, как певец. Но он только был на одном месте, а потом раз падает вниз, и потом раз идет наверх. Мне это очень нравится. Да, это очень хорошо. Я буквально обожаю фальцет. И действительно, он меня будоражит больше всего, потому что это очень нежно и красиво. Эта вокальная партия просто невероятная. И он не имеет равных. Понимаешь, о чем я говорю? Да, я это вижу. Класс. Мне нравится, как он использует немного расслабленную гортань с этой хриплой нотой.
қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Парень, давай посмотрим на тебя. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе. Еркелеген балдай тәтті қылығыңмен баурап алдым. Так, что сразу могу сказать? Я подхватил, и мне просто нравится это, знаете, такое действительно интимное начало. Но что я действительно улавливаю в самом начале этого выступления, так это то, что он начинает очень тихо и скромно. Вау, мне действительно сложно выразить это словами, какими-то эмоциями, которые ты чувствуешь. Особенно в этот первый раз, когда я впервые слышу, как он поет, и это действительно как будто бы ударяет тебя, как некая волна, и очень быстро ударяет в каком-то смысле. Так, потом поднимается очень высоко. Я не знаю, друзья, на что это вообще похоже. Это опера? Или что это? Я не уверен. Это какой-то другой жанр. Это почти что-то вроде мюзикла, да? Такое ощущение, будто бы призрак оперы. Whoa! Je te jure, confondez la vie. Низкий вокальный регистр у певцов, будь то мужчина или женщина, когда они это делают, то получается идеально. Мне нравится, как он это делает, и я смотрю. Так. Это мое большое уважение, я его уже хвалил много раз. Певцы слишком много перебарщивают с проекцией голоса, слишком большой динамики. И обычно это раздражает слух, но Димаш контролирует свой динамический диапазон, так скажем, и этот шоколадный звук, приятный голос. И... Это нота ми-5, что ли? Нет, Джонни, это издевательство какое-то, а не нота. Абсурд какой-то. Все, кто сейчас нас смотрит, наверное, уже знают, что мы слушаем музыку по всему миру, столько разных стран, разных певцов и фандомов, и всегда такая радость возвращаться к этому сюру, который происходит. Это чудо природы. И ты все правильно сказал, и ведь я знаю, что он может это делать, я знаю его способности, но из-за того, что между ним есть другие реакции, я всегда внутренне ошеломлен, понимаете? Бақытыңды тілеймін, сен шалғай, жүре алмаспын есіме алмай. Қатар ұшқан сыңарым, сөнді сезім шырағым, өзіңе арнап жазылған жүрегім. Певица не пришла играть, она знает, она делает акцент на гармонии, и она, знаете, как будто летает в облаках, и я все это принимаю, честно говоря, и это очень впечатляюще, буквально чувствуется, и вся эта гармония, вероятно, это какая-то высокая октава, это похоже на что-то особенное, и я люблю это. Димаш тоже выглядит потрясающе в любом исполнении, как обычно, но здесь еще один голос, и это добавляет вот этой энергии невероятной.
Примечание, которое я знаю, но это никого не волнует. Мне чертовски нравится его куртка, рубашка, которую сейчас на нем. Если вы знаете, где ее достать, то сообщите мне. Так, пока его вокал для меня не такой уж и чертовски сложный. Вот и все, друзья, вот и все. Прекрасная нота была, ля бемоль. Я не знаю, как это называется, но это было на F. Ладно, что-то крутое здесь. Так что, как только мы заговорили о том, что у нас было немного интимное начало здесь исполнение, я также хочу отметить, что вы заметили, что музыка здесь как бы останавливается, и многие инструменты как бы немного вырезаны, как будто бы там, где вы просто немного слышны. Не так уж это придает разнообразие в исполнении и держит вас в напряжении, заставляет вас по-настоящему впитать то, что происходит. О, боже мой, чувак, я чувствую, что он может это делать. Я трясусь, как маленький ребенок, понимаете? Боже ты мой, я просто сижу и думаю, что я же мужчина, ё-моё. Независимо от того, в каком регистре он поет сейчас, я, знаете, я трясусь, я сижу и трясусь, и он может петь как будто бы все, что угодно, и это будет звучать потрясающе. Знаете, как будто это для него в порядке вещей. Я не могу представить вообще, как все авторы песен, которые пишут для него песни такие, как он должен это сделать, например, сделай это или сделай это, и он может это сделать своим голосом, боже мой. Ничего себе, кто этот парень? Боже ты мой, реальные импровизации тут. Это красиво. Итак, в конце включения голосовых связок у вас действительно не получается делать вибрацию, но примерно... Так, сейчас я отлучусь на этот момент, когда он это делает, и это вибрирующее звучание, знаете...
Вот здесь это потрясающе, это настолько тонко, это такой выбор стиля. И вот это его непоколебимость, точность, с которой он берет все ноты, это сумасшествие какое-то. В этом весь Димаш, да. А если делать чисто реакции на него, то к хорошему быстро привыкаешь. И да, вот именно, как будто бы это становится чем-то обыденным, а когда ты сравниваешь, и ведь кроме у него есть еще 2 октавы в запасе, понимаете? Иногда хорошо от него отдыхать, и к этому возвращаешься такой: "Ёкалэмэне, что происходит? Что это такое? Это ненормально". И Я собираюсь сделать это еще раз, добраться до части, где она покоряет нас своим голосом, и Димаш это делает обычно в конце всех своих песен, и, очевидно, это зависит от предпочтений, но обычно мне нравится, как он это делает, и Димаш спел блистательно, потому что они очень разные по стилю, но мне кажется, что Димаш более деликатно вокализировался. Вот, а партнерша, она как будто бы добавила больше вибрато. Я думаю, что это было невероятно. И мне кажется, гораздо больше вибрато в ее исполнении. И звучит это совсем по-другому. И деликатное прикосновение Димаша, оно более сдержанное и легкое вибрато у него было. И я это очень ценю. Мне действительно нравится этот стиль. И определенно они показывают, демонстрируют себя как вокалисты в этот момент. И в одном и том же стиле они пытаются это делать и добавляют разные техники. Вот что я думаю, это хороший способ увидеть разницу между вокалистами в самый вот данный момент. Димаш просто такой чистый, мне это очень нравится. немного больше новых нот здесь добавляется, поэтому используется другой темп. Да, это было удивительно, я знаю. Да, сделаю это сейчас, да. Боже, это сценическое присутствие, оно безумно. There we go. Это высокая гортань по сравнению с тем, что он делал раньше. Это больше похоже на оперный вид. Так что он действительно играет по полной программе между высокими и низкими нотами. Это фа5, фа диез 5. Это круто!
О, хорошо, вот мы и дошли до FP5, и как грудной, головной, голосовой микс на этом этапе я думаю, что мы поднимаемся выше, давайте продолжим. Он делает больше грудного голоса. Okay, so that. W, хорошо, так это D5 или D6, я имею в виду, черт возьми, хорошо, давайте продолжим. Да, хорошо, так это Fable D8, о котором все говорили. Боже, это безумие. Я должен вернуться и послушать это еще раз. Это сумасшествие какое-то, о господи. Огонь! Черт подери, огонь! И посмотрите, он с этими крыльями, с небольшими, выскакивающими на заднем плане. Боже ты мой, какие потрясающие визуальные эффекты, добавленные к выступлению. Боже мой, это не из этого мира, друзья. Я думаю, что простой самый способ выразить это сказать, что это не из этого мира, как будто бы они заставили его выглядеть как обычный человек, но он с другой планеты. Боже ты мой, это чуть не повредило мне уши прямо сейчас. Что это такое? Посмотрите на эти эффекты сзади него. Похоже, у него есть крылья. Это потрясающе. Я вам скажу, что это была опера, а затем это начало звучать как рок-бит такой, знаете, да, вы могли услышать от Pink Floyd, например. Правда, если бы это было немного более психоделический, это было бы больше похоже на Pink Floyd, но это полный оркестровый звук, потом его голос. Вау! Wow. Да, они делают ему крылья. Одну минутку. Этот гитарист собирается что-то сделать. Я поставлю на паузу. Все в порядке. Это была моя вторая пауза. Давайте обсудим это. Это выступление, оно исполнено так снято. В нем есть все сделано великолепно. Мне нравится сочетание всего этого великолепия. Честно, я говорю о мистере гитаристе, я говорю о Димаше, я говорю обо всех разных ракурсах камеры, о съемке с воздуха, когда они обходят двух людей. Все сделано очень качественно. Как... Мне жаль, мне нужно остановиться на секунду, позвольте мне вернуться немного назад. Я не знаю, что он поет сейчас, но я ловлю себя на том, что немного плачу, просто потому что он так увлечен тем, что поет сейчас, и по какой-то причине у меня действительно такое чувство, не знаю, поняла ли я название песни, но он говорит или поет так, будто обращается к той части меня, которая, знаете, всегда спрашивает, что мы здесь делаем, почему все так запутано и почему так много боли. То есть он стоит на коленях, поет и исследует все возможности своего голоса, и кажется, что он задает вопрос, почему?
Так, я говорил об этом в прошлом видео, знаете, это использование фонограммы в этой форме. Ему это не надо, он не перебарщивает, он справляется с этим, и он не портит атмосферу, и вот это вот... он позволяет звучанию идти гармонично, это звучит лучше, чем в других случаях, и вокалисты другие не могут этому научиться. На самом деле звучание становится другим у других вокалистов, потому что они очень сильно напрягаются, понимаете, о чем я говорю? И звучит это обычно грубо, но здесь действительно все здорово. Как будто бы он расслаблен. Этот парень сумасшедший просто. Ох, у меня мурашки по коже. И я прекрасно понимаю, почему у меня мурашки по коже. Позвольте мне быстренько снять эти наушники. Давайте быстро об этом поговорим. Я просто в восторге от этой музыки, знаете. Да, чувак, обратите внимание, он немного сильно нажал на эту вибрацию с помощью микрофона, да, словно у него болят голосовые связки, так скажем, и это действительно хорошо завершает эмоциональное выражение. Я имею в виду, что это достоинство, чувак, он умеет передавать эмоции. Я могу сказать одно, это очень сложно, то, что он делает, а для него это как будто бы просто, он щелкает это буквально как семечки, и все здесь. Классное вот это наложение было. О боже, какой конец, о боже, вы посмотрите на это. Это не очень грустная песня, понимаете? Эти гармонии, все, что здесь добавляется в самом конце, эти удары барабанные, и все, что они выбрали, это звучало как очень интересная гармония, мне это очень понравилось, это очень чувствительно, эти все мощные эмоции, я все это чувствую, и они гармонируют, сочетаются, и чувствительность голосов в конце, это очень выделяется, и в хорошем смысле это влияет на меня, мне это очень понравилось, и здесь много вкуса, уникальности, мне понравилось, как они в конце вот это сделали, давайте еще раз это пересмотрим, потому что мне нравятся такие ноты, которые они выбрали в концовке. Как он поднялся сейчас, мне это очень нравится.
теперь он переходит в полный оперный голос. Для меня, я имею в виду не для меня, но мне нравится, как звучит полный оперный голос. Довольно-таки круто. Димаш отдал дань уважения своим родителям. И он очень близок со своей семьей, и это очень круто. Он проделал такой жизненный путь. Он прошел через все вот эти испытания, которые у него были. И вот этот диапазон, который есть у него, у его мамы, это, друзья, дорого стоит. О нет, о, что он творит, боже ты мой, как это хорошо, вау. Это моя любимая часть вообще, знаешь, и я это вижу прямо здесь, прямо сейчас, что он творит. Это так хорошо, слушайте, ну ты сам видел, боже, я люблю это, знаешь, когда вот эта песня, она заставляет тебя слишком много думать, как будто бы, зачем я живу, зачем я умираю, он поет, и здесь прямо сейчас ты это чувствуешь, и как будто бы тебе хочется вести дневник, да, вот именно, дневник Димаша СОС, мне нравится эта песня, он заставляет всю толпу подпевать ему. Что? 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 Так, этого нету на клавиатуре все равно. Ладно, я назову это D8. О боже мой. Это D7 или D8? Это звучит... Да, это почти как будто бы больше... Я не могу это слушать. Gosh. Боже. Люди. Это так абсурдно. Абсурдно высоко, что мне хочется спросить, зачем он вообще это сделал? Господь всемогущий. О, боже ты мой, чувак, это было абсолютное безумие. Я думаю, что я не был готов к чему-то вроде этого. Друзья, вы сказали, что, возможно, это самый величайший вокалист на планете, да, но я думал, что есть аргумент, который противостоит вашим словам. И да, пожалуй, это самый лучший на планете сейчас певец. И единственная вещь, которую я действительно мог подумать, которая действительно поразила меня, потрясла, это то, что такой, как я пишу собственную музыку, и часто мне нравятся вокалисты, и часто вокалистам нравится, как я пою, но то, что делает он, это ненормально, понимаете? Wow. Ладно. Так, спокойно. Я не знаю, кто это был, что это за парень. Я никогда не слышал его до этого. Как он появился в комментариях, и люди его подняли.
и продолжали говорить о нем, как он невероятный во всем мире и так далее. Поэтому я такой, ладно, мы будем смотреть на него. Его технические способности петь и брать ноты, его диапазон. Друзья, это было сумасшествие. Это потрясающий чистый талант. Я бы послушал его снова еще раз, как бы я не любил разные жанры музыки, но я хочу знать, что это был за жанр. Я понятия не имею. Я просто знаю, что этот парень безумно талантлив. И я очень люблю песни Димаша, и я обязан отреагировать на каждую из них, и каждая из них по-своему хороша. О боже, у меня вообще есть такое здесь, на моем пианино. У меня даже таких нот нету. Так, мне это нравится, определенно. Это даже, я не знаю, как это повторить. Это похоже. Оно исходит из его связок? Вы уверены? Так, минута молчания, знаете, это просто разбитое эго сопрано во всей вселенной, друзья. Что? Я просто не могу подобрать слов. Что я сейчас видела в конкретный момент? И до сих пор одурманена, как будто бы. Это невероятно. Как этот человек является настоящим? Как он это делает? Он реален? Это безумие. Это звучание данной ноты, это не просто нота, это и есть, невероятное звучание, так и есть. Это я к тому, что это относительно легко взять эту ноту. Да, это один момент. Связки должны вибрировать на частоте примерно 750 циклов в секунду. Это очень быстрая вибрация связок. Но чтобы сделать связки немного плотнее, то есть придать больше мяса костям, при этом иметь достаточно пространства, чтобы соединить этот тон со звучанием грудного голоса, который несется вверх. Это было так хорошо. Ладно, боже мой. Ну, сейчас я чувствую лишь признательность за талант этого молодого человека и за тот факт, что по всему миру существуют миллионы и миллионы таких людей. Возможно, я пока не в США, потому что я с ним не знакома и не знаю никого, кто бы с ним также был знаком, но совершенно очевидно, что он тронул миллионы и миллионы людей по всему миру и оказывает влияние своим честным талантом к пению. Но есть еще кое-что помимо пения, что, как мне кажется, находит отклик у людей. Поэтому Димаш, он такой драматичный в своей игре. Ближе к концу, когда мы заканчиваем песню, он в буквальном смысле падает, запрокидывает голову и просто, знаете, вывывает эти прекрасные ноты. Я никогда раньше не слышал, чтобы он исполнял поп-рок песен, и у него это очень прекрасно получилось. Я имею в виду, что умение смешивать жанры просто впечатляет. Это действительно впечатляет. Он просто умеет петь практически в любом жанре. Я имею в виду, это действительно здорово, да? Димаш снова это сделал. Я люблю этого парня, обожаю просто. Что у него голос ангела. Вот именно, я так и хотела тебе сказать. Это я имею в виду. Он настолько хорош, что эти элементы продюсирования вместе с голосом переносят нас в эмоциональное путешествие этих песен. Как будто бы я просто живу под этот рок. Ребята, это было абсолютно сногсшибательно и невероятно хорошо. И это была моя первая реакция на его выступление. Вряд ли кто-то поверил бы, что человек может так петь, если бы он не слышал это раньше.
В этом заложен какой-то смысл, как будто он поет так, что верит в то, о чем он поет, и знает, о чем он говорит мне. И все равно, знаете, я чувствую, я понимаю, я не знаю языка, но я как будто бы прочувствовал и понял все то, что он хотел мне донести. Я, как автор канала, сейчас коплю на новый компьютер, для того, чтобы делать качественные видео на нашем канале. На данный момент времени накоплено всего 3% от нужной суммы. Если у вас есть возможность и желание помочь мне в этом, то все ссылки будут в описании к видео, а код на экране прямо сейчас. Имена всех тех, кто мне помог, я буду называть в новых видео. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, поделитесь роликом с друзьями, пусть они также дадут свою оценку невероятному голосу Димаша. Напоминаю, что теперь у нас есть телеграм-канал, жду вас там. С вас лайк, с меня новая реакция. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие видео, обязательно подписывайтесь на наш канал Топ Обзор. Мы также есть в Телеграме и ВКонтакте. Спасибо, что вы со мной. Храни вас Бог.